Сложно представить хоть одного человека в нашей стране, который ничего не слышал про дворец Михаила Ивановича. Народ не остался в стороне и бульдозером из шуток и мемасиков прошелся по этому великолепному образцу российского зодчества. Про склад для грязи, аквадискотеку, кальянную с выдвижным шестом кто только не покритиковал. После такого Усманов со своей яхтой за $600 миллионов просто скромнейший человек. Но действительно ли этот дворец настолько крут по сравнению с другими резиденциями сильных мира сего? Давайте выясним, кто в этой гонке роскоши действительно на первом месте. Начнем вот с этого скромного жилища. Это скандально известная вилла Чертоза на Сардинии. Принадлежит Сильвио Берлускони, который по уши завяз в коррупционных скандалах и обвинениях по поводу его связей с мафией. Правда, эта вилла в 4 раза меньше дворца Путина. Ее площадь составляет всего 4500 квадратов против 17,6 во дворце на мысе Идакопос под Геленджиком. Ну и участочек поменьше. Сады у Берлускони занимали каких-то жалких 120 гектар, что даже смешно по сравнению с 7800 гектарами скандального дворца. Тем не менее, там уже давно есть многое из того, что шокировало россиян во дворце Идакопоса. Там тоже есть амфитеатр в греко-римском стиле. Поле, правда, не хоккейное, а футбольное. Виноградники и оливковые сады на 42 гектаров против 300 во дворце Идакопоса. Тоже искусственное озеро и секретный тоннель для спуска в искусственный вулкан с гротом. В далеком 2012 году Берлускони продал виллу за $470 миллионов, что раза в 3 дешевле Геленджикского дворца. Походу, именно эта скромная дачка стала главным источником вдохновения. Ведь президент России впервые гостил на вилле у Берлускони в 2003 году и, видимо, был очень впечатлен. А уже в 2005 году началось строительство дворца на мысе Идакопос. Кстати, вот что сказал архитектор Геленджикского дворца Ланфранко Черилло о том самом мостике, по которому нужно пробежаться, чтобы попить чайку в специальном чайном домике, в интервью для итальянского архитектурного портала InfoBelt. «Сделать 100-метровый деревянный мост посреди леса с видом на море – это прекрасно. И я рад, что мне это удалось. Я не могу забыть тот день, когда клиент впервые приехал посмотреть на него. Клиента окружали телохранители и свита. Увидев, что мост сделан из дерева, они засомневались. Никто не решался выйти на него. Чтобы разрядить обстановку, я сел в свой тяжелый Range Rover и проехал по мосту туда и обратно. Выйдя из машины, клиент со своими спутниками прошли по мосту. Клиент, смеясь, подпрыгнул и сказал: «Держится. Но как долго это продлится?» Я сказал ему, что гарантирую, что наши дети и внуки пройдут по этому мосту. Тут на секундочку отвлечемся и напомним одну такую историческую деталь по поводу детей и внуков. Когда-то, лет 100 назад, подобные дворцы очень неожиданно для хозяев стали дворцами пионеров и домами творчества юных. Может, и этот дворец ждет какая-то подобная участь. Только нужно будет сделать незначительную перепланировку. А некоторые вещи, типа кальянной с шестом или домашнего казино, как-то не очень вписываются в концепцию нового Артека. А еще, может быть, поэтому буквально месяц назад Михаил Иванович подписал закон о неприкосновенности экс-главы государства и членов его семьи, как пишут госсми, во исполнение обновленной Конституции. Согласно закону, президент, прекративший исполнение своих полномочий, не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру. Но вернемся к архитектору, с которым еще не закончили. Первый свой заказ в России на проектирование дачи он получил почти 30 лет назад, в далеком 1991 году. Потом был президент Лукойла Вагит Аликперов, ну и, что называется, понеслась. Следующие заказы для Черилла поступили от клиентов концерна «Газпром» и компании «Новатэк» Геннадия Тимченко. У бюро Черилла нет собственного веб-сайта. Оно никогда не рекламирует свои услуги. Итальянец со смехом вспоминает, что некоторые заказы российских нуворишей были просто дикими, но деталей почти не приводит, как священник, который никогда не выдаст тайну исповеди. Разве что рассказывает, что одна клиентка, менеджер нефтяной компании, попросила построить бассейн рядом с гостиной, окруженный полупрозрачным стеклом, чтобы она могла купаться голой, даже одновременно общаясь с гостями. «Я всегда с гордостью говорю, что в России 120 миллиардеров, и 43 из них мои клиенты. Я этим горжусь. Это закрытый круг людей, попасть туда очень трудно», — говорит итальянец. При этом среди коллег-архитекторов этот человек практически неизвестен. Свою неизвестность в кругах специалистов по архитектуре Черилло объясняет просто. «Мне хорошо, когда меня никто не знает. Тогда зачем мне нужно, чтобы меня кто-то знал?
А еще как-то в СМИ просочилась расшифровка записи разговора, в котором предположительно участвовали Чирило, Кузнецов, Горелов и Шамалов. Горелова в США называют личным банком высокопоставленных чиновников России. Он бывший мажоритарный акционер Банка «Россия». А Шамалов – сооснователь дачного кооператива «Озеро». В какой-то момент один из собеседников, который сам себя в разговоре часто называет бедняком, все остальные называют его Ланфранко, спрашивает, могут ли возникнуть проблемы с переводом в Америку грязных денег – black money. Но что мы все о деньгах да о деньгах? Пришло время поговорить об искусстве. Межигорье. Резиденция уже бывшего президента Украины Виктора Януковича. Дворец Януковича расположился в пригороде Киева на берегу Киевского водохранилища и занимает территорию площадью 140 гектаров. Чуть больше, чем у Берлускони, но до Идакопаса не дотянуться. Здесь тоже не до импортозамещения. Большая часть отделки и дизайнерских решений выполнена с использованием материалов иностранного производства. Например, спальня Виктора Януковича отделана ливанским кедром, а главный дом Хонка построен из финского бруса. Есть и тоннель, он соединяет Хонку с зданием оздоровительного комплекса. А в нем целый спа-центр, тренажерный зал, солярий, комната для тайского массажа и соляная комната. Но откуда у них у всех такая любовь к тоннелям и подземельям? Может быть, это какая-то профессиональная деформация? Со времен, когда каждый уважающий себя дворец должен был иметь потайной ход для бегства на случай бунта. Ну а в остальном все очень похоже. Сусальное золото, дорогущий паркет, мебель из европейских каталогов за много тысяч евро. Например, шторы для рыцарского зала стоят 228 тысяч евро. Люстра за 1 миллион евро. Иногда кажется, что у таких персонажей любимый мультфильм «Утиные истории», где Скрудж купается в золоте. Только вот есть еще один мультик. Называется «Золотая антилопа». И заканчивается он, наверное, не очень понятно для некоторых Михаил Иванычей. Ну а пока остается только удивляться, какими миленькими вещичками обставляют подобные интерьеры. Например, вот этим гамаком Луи Виттон за 3,5 миллиона рублей. Или вот таким скипетром и державой за 100 тысяч рублей. Кстати, есть такая шутка. Если продать все ёршики от унитазов во дворце Идакопаса, пенсионный возраст можно было бы и не повышать. Хотя, с другой стороны, кто же их теперь купит? А теперь давайте глянем, чем же могут похвастаться арабские шейхи, которые сидят на золотых горшках и купаются в нефти. Эта вилла принадлежит одному из катарских шейхов. Она входит в комплекс, который известен под названием «Шведские дворцы». И ее стоимость чуть больше 21 миллиона долларов. Интерьер в стиле Бентли, вертолетная площадка, конюшни, парк раритетных и супердорогих автомобилей, огромное поле для гольфа и искусственные пруды. И даже снежная комната. Площадь каждой резиденции около 2000 квадратных метров. Довольно скромненько. Как-то обошлись без ледовых дворцов и казино. И подземных тоннелей. Интерьер богатый, но сдержанный. Никакой вам лепнины и сусального золота. В общем, скромняги эти арабские шейхи по сравнению с царями на постсоветском пространстве. Давайте еще варианты посмотрим. Этот домик расположился на Шаолинь-Роуд, Калифорния. Спа-зона, 12 спален и 23 ванных комнаты. Зачем столько? Пишите под видео свои версии. 5 баров, дорожки для боулинга, домашний кинотеатр, винный погреб, игровая комната, теннисный корт, бассейн с водопадом, гараж на 70 машин. Стоит каких-то 100 миллионов долларов. Машины входят в стоимость дома. Или не входят. В общем, сами уточните, когда соберетесь покупать. А вот эта вилла в Калифорнии чуть подороже выйдет. 250 миллионов долларов. Один из самых дорогих домов в США. 17 спален, 21 ванная комната, боулинг, игровая, вертолетная площадка и небольшой гаражик. Ну хорошо. Может быть, есть смысл сравнить дворец с чем-то нашим, отечественным? Вот, например, самый дорогой особняк на Рублевке. Хозяин этого особняка Зияд Монасир, владелец Стройгазконсалтинга. Жилая площадь всего-навсего 7 тысяч квадратных метров, а стоимость 12 миллиардов рублей. Библиотека, оранжерея, личный кинозал, караоке, винный погреб, маленькое поле для гольфа, восточный спа-салон, кальянная с шелковыми стенами и, конечно же, гигантский бассейн. В общем, все как полагается. Каждый этаж выполнен в разных стилях. На первом есть элементы барокко, на втором – французско-итальянская эклектика, на третьем – псевдоготика. Но все равно не то. Дачу под Геленджиком можно было бы обменять на 9 таких домов. Тогда посмотрим, как дела обстоят на загнивающем Западе у богатейших людей планеты.
Вот скромный домик главного злодея всей планеты Билла Гейтса. Поместье под названием Xanadu 2.0 с общей площадью в 20 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день имение оценивается в $123 миллиона. Тоже домашний кинотеатр с плюшевыми сиденьями, огромный бассейн глубиной 18 метров, зал для прыжков на батуте, ну и, конечно, всякие технологические штучки. А это дом Илона Маска. Как говорится, скромненько, но со вкусом. Список недвижимости у Маска довольно внушительный. Однако именно в этом доме Илон прожил несколько лет и продал совсем недавно за $29 миллионов компьютерному гению из Китая и миллиардеру Уильяму Дину. Его еще называют Биллом Гейтсом Поднебесной. А это вилла на Лазурном берегу Франции, за которую Ринат Ахметов заплатил 200 миллионов евро. Можно сказать, пятая часть стоимости дворца Михаила Ивановича. В библиотеке, отделанной деревянными панелями, хранится 3000 книг о флоре и фауне. В их числе ботанический кодекс 1640 года, стоимостью несколько сотен тысяч евро. В доме есть бальный зал, бассейн олимпийских размеров и конюшня на 30 лошадей. С террас спален открывается вид на Средиземное море. Это, конечно, не единственный особняк Ахметова. Долгое время олигарх жил в Донецке, в резиденции «Люкс» на территории местного ботанического сада. Дом олигарха выглядел королевским дворцом для Донбасского края. В 2014-м Ахметов выехал из Донецка, а его квадратные метры взяли под контроль представители Донецкой Народной Республики. Еще один потерянный особняк находится в Крыму. В 2014-м эту дачу национализировали, ну а в 2020-м продали «Газпрому» за 2 миллиарда рублей. Ну а как иначе? Национальное достояние ведь. Однако многие скажут, что некорректно сравнивать дома представителей бизнеса с дворцами тех, кто как бы считается слугой народа. Ну что ж, давайте сравним, так сказать, для контраста с вот этим пенсионером из российской глубинки, который живет в вот таком дворце. Мы о нем рассказывали в прошлом выпуске. Только, конечно, это не пенсионер, а президент Уругвая. Но уж больно интересные у него есть цитаты. Посмотрите, не пожалеете. Очень, кстати, похож на нашего. И родственников любит, и с одногруппниками и старыми соратниками не прекращает общение. Помогает, чем может. Удивительный человек. Только у нашего, наверное, еще ипотека за дворец не погашена. Поэтому и приходится до сих пор лямку тянуть на посту президента. Но шутки шутками, а пора и финалить. Мы, как всегда, вам все показали, цифры привели, а выводы уж делайте сами. Есть во всем этом пресловутая социальная справедливость или нет? Увидимся в будущих выпусках. Все, что вам нужно сделать, чтобы их не пропустить, перекрасить кнопку «Подписаться» из красного в серый цвет. До встречи!